Каждая часть всегда происходит из целого, и есть в одно и то же время и часть, и целое. На первый взгляд фраза почти непроницаемая, красивая, высокая, с легким привкусом древнего тумана. Но современным языком ее можно перевести очень просто. Любая маленькая часть твоей жизни несет в себе отпечаток всей внутренней системы. Одна реакция, один страх, одна привычка откладывать, один тип отношений, один телесный зажим. Одна фраза, которую ты повторяешь себе годами. Это не просто отдельные кусочки, это фрагменты целого чертежа. И вот здесь древний текст становится очень современным. Он говорит о двух уровнях реальности — о мире горнем и мире бытия. Если убрать мистический дым, получится мощная психологическая модель. Мир горний — это уровень первообраза, уровень невидимого чертежа. То, что еще не стало поступком, событием, отношением или симптомом, но уже задает их возможную форму. Мир бытия — это уровень проявления, то, что уже видно. Как человек выбирает, как реагирует, как любит, как боится, как защищается, как повторяет один и тот же сценарий, даже когда очень хочет жить иначе. То есть древний текст говорит не только о космосе, он говорит о психике. Сначала есть невидимая форма, потом она становится жизнью. Сначала есть внутренний образ мира, потом человек начинает видеть мир через него. Сначала есть образ себя, потом человек выбирает действия, которые этот образ подтверждают. Сначала есть контур, потом появляется режим. Потом режим начинает собирать судьбу. Вот почему человек может сменить город, работу, отношения, окружение и все равно через время оказаться в знакомом состоянии. Вроде декорации новые, а пьеса подозрительно старая. Потому что поменялся внешний уровень, но первообраз остался прежним. Если внутри живет первообраз, мир небезопасен. Психика будет собирать реальность через угрозу. Если внутри живет первообраз «меня выбирают только за пользу», человек будет снова становиться удобным, нужным, незаменимым, и потом удивляться, почему его не видят живым. Если внутри живет первообраз «любовь нужно заслужить», даже близость может превратиться в экзамен. Если внутри живет первообраз «я имею право на место только через результат», отдых будет восприниматься как вина, а спокойствие — как подозрительная пауза перед катастрофой. Вот это и есть связь мира горнего и мира бытия. Невидимый чертеж становится видимым поведением. Современная психология сказала бы, у человека есть внутренние модели, когнитивные схемы, эмоциональные паттерны, телесная память, предсказания мозга. Мозг не просто смотрит на реальность, он заранее предполагает, что важно, что опасно, что знакомо, где ждать боли, где искать подтверждение старому опыту. И если старая модель говорит «тебя отвергнут», психика будет особенно внимательно искать признаки отвержения. Если старая модель говорит «ошибка опасна», тело будет напрягаться еще до действия. Если старая модель говорит «проявляться рискованно», человек может назвать это скромностью, усталостью, неподходящим моментом, но в глубине будет работать старый первообраз. Видимость равна угрозе. И тогда древняя идея о первообразе становится почти клинически точной. Первообраз — это не картинка в голове, это порождающая форма. Он задает, какие смыслы будут доступны, какие действия покажутся возможными, какие чувства окажутся допустимыми, какие события будут казаться судьбой. С позиции эмерджентной архитектуры психики мы можем сказать так. Мир горний — это уровень контура. Мир бытия — это уровень сборки и режима. Контур еще не видим, но он уже организует систему. Сборка уже начинает соединять мысли, тело, эмоции, память и выбор. Режим становится устойчивым. А потом человек говорит «у меня такая жизнь». Хотя точнее было бы сказать «у меня такая внутренняя архитектура сейчас собирает жизнь именно так». Это неприятная мысль, зато освобождающая. Потому что если жизнь — это только набор случайностей, с ней почти ничего нельзя сделать. Но если повторяющийся сценарий связан с внутренним первообразом, тогда появляется вход. Не через магическое мышление, не через насилие над собой, а через распознавание чертежа. Древний текст фактически говорит:
Каждая часть содержит целое. В психологическом переводе одна повторяющаяся реакция может показать всю архитектуру. Например, человек все время откладывает важное дело. На поверхности это выглядит как лень. Но если смотреть глубже, там может быть первообраз. Если я начну, меня оценят. А еще глубже, если меня оценят, меня могут уничтожить стыдом. И тогда прокрастинация — это уже не слабость. Это способ системы сохранить себя от предполагаемой угрозы. Или человек каждый раз выбирает эмоционально недоступных партнеров. На поверхности не везет. Глубже — контур. Любовь нужно заслужить. Еще глубже — первообраз. Я становлюсь ценным только тогда, когда добиваюсь тепла. И тогда отношения становятся не встречей двух людей, а повторением старого внутреннего чертежа. Или человек все контролирует. На поверхности — ответственность. Глубже — тревожный режим. Еще глубже — первообраз. Если я отпущу контроль, мир развалится. Вот где мир бытия показывает мир горний. Проявление выдает первообраз. И здесь главное — мы не обвиняем человека, мы читаем структуру. Психика не строит старые сценарии из вредности, она строит их из того материала, который когда-то был доступен, из опыта, из защиты, из боли, из выводов, сделанных слишком рано, из попытки выжить. Но то, что когда-то было защитным первообразом, позже может стать клеткой. И тогда задача не в том, чтобы сломать себя. Задача — создать новый первообраз. Не фантазию, не красивую аффирмацию на холодильнике, которая грустит рядом с магнитиком из отпуска, а новую внутреннюю форму, под которую психика сможет постепенно собрать другой режим. Например, старый первообраз. Моя ценность зависит от пользы. Новый первообраз. Моя ценность является точкой опоры, а не наградой за перегруз. Старый первообраз. Мир опасен, если я не контролирую все. Новый первообраз. Я могу различать реальную угрозу и старый сигнал тревоги. Старый первообраз. Если я проявлюсь, меня отвергнут. Новый первообраз. Проявление может быть способом связи, а не только риском оценки. Вот это и есть архитектурный переход. Не просто поменять мысль, а изменить порождающую форму. Потому что мысль — это уже часть, а первообраз — это целое, из которого часть рождается. Практический вывод здесь очень точный. Когда в жизни повторяется один и тот же сценарий, смотри не только на события. Смотри на первообраз, который это событие снова собирает. Возьми один повтор. Не всю жизнь сразу. Вся жизнь — слишком крупный зверь. Его лучше изучать не с дубиной, а с фонариком. Возьми один фрагмент. Один повторяющийся конфликт, одну тревогу, одну телесную реакцию, одну привычку откладывать, один тип людей, одну фразу, которой ты себя останавливаешь. И задай 3 вопроса. Что эта часть показывает о целом? Какой образ мира стоит за этой реакцией? Какой образ себя она снова подтверждает? Например, «Я опять молчу». Какой первообраз здесь работает? Возможно, «Моя правда опасна для связи». «Я опять все контролирую». Какой первообраз? Возможно, «Без моего напряжения все рухнет». «Я опять жду разрешения». Какой первообраз? Возможно, «Я не имею права начинать из собственного центра». И когда первообраз становится видимым, он теряет часть власти. Потому что человек уже не просто живет внутри сценария, он начинает видеть чертеж сценария. А там, где виден чертеж, возможно новая архитектура. Вот почему древнее учение о мире горнем и мире бытия можно читать как код психики. Невидимое становится видимым. Первообраз становится поведением. Контур становится режимом. Режим становится жизнью. И если ты хочешь изменить жизнь, вопрос не только в том, что делать. Вопрос глубже. Из какого первообраза ты сейчас живешь? Потому что пока первообраз старый, новая жизнь будет собираться из старых деталей.
А когда меняется первообраз, психика начинает иначе выбирать, иначе чувствовать, иначе видеть возможности, иначе строить связь с миром. И следующий шаг — разобрать, как именно рождается первообраз. Почему психика сначала создает внутренний чертеж, а потом начинает принимать его за реальность.